Привет, друзья! Сегодня в Германии разворачивается громкая политическая интрига. Немецкие депутаты неожиданно для многих заговорили о готовности отказаться от очередной прибавки к своим зарплатам. Эта новость быстро всколыхнула общество и заставила многих внимательнее посмотреть на доходы народных избранников. Давайте же с вами вместе разберемся, сколько на самом деле зарабатывают те, кто принимает законы в парламенте Германии, Бундестаге, и какие же дополнительные финансовые привилегии предусмотрены для народных депутатов. Представители самых разных политических сил сейчас активно поддерживают идею заморозить индексацию своих окладов в 2026 году. Позиция вроде бы звучит достаточно символически, раз обычные граждане и семьи в Германии сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, то и политики, соответственно, должны показать солидарность и отказаться от повышения собственных выплат. Хотя надо признать, друзья, даже без новой индексации уровень доходов остается на самом деле очень высоким. Если обратиться к официальным документам, то базовое депутатское вознаграждение сегодня составляет внушительные 12 тысяч евро в месяц до вычета налогов. Но самое здесь интересное, что это лишь часть общей системы выплат. К этой сумме, друзья, добавляется пакет различных надбавок, компенсаций и целевых пособий. И именно поэтому за дискуссией вокруг отказа от прибавки сейчас так внимательно следят многие из вас, жители Германии. Справедливости ради, вешать сегодня на политиков ярлыки бездельников тоже не стоит. Важно понимать, что внушительная часть этих средств вовсе не личный доход депутата, а целевая компенсация рабочих расходов на содержание офисов и наем помощников. Да и саму эту деятельность легкой не назовешь на самом деле. Ненормированный график, постоянное внимание прессы, а в последнее время еще и повышенные вопросы безопасности. Прямо сейчас вся дискуссия уперлась в конкретную и вполне осязаемую цифру. С июля текущего года каждый из 630 народных избранников должен был автоматически, я вам об этом рассказывал, получить прибавку примерно в 500 евро в месяц. В итоге их ежемесячный оклад должен был вырасти до отметки в 12 330 евро. Самое здесь интересное, что по закону этот вопрос даже не выносился на отдельное голосование в зале заседаний. Все устроено именно через автоматическую систему индексации, введенную еще, напомню, в 2014 году. Зарплаты политиков сегодня привязаны к средней динамике заработных плат по всей стране. Если же доходы населения официально растут, то автоматически и увеличиваются и выплаты депутатам. Вот только, друзья, многие жители Германии такую систему восприняли крайне критично. Против этой летней прибавки выступило подавляющее большинство участников опроса. Свежие данные исследовательской компании YouGov показали сегодня следующие результаты. 85% опрошенных заявили, что в нынешней сложной экономической ситуации политики должны отказаться от дополнительных выплат. В поддержку индексации высказались лишь 7%, а еще 8% даже не смогли определиться. Увидев такую реакцию общества, ведущие политические силы Германии быстро обозначили свою позицию. Заморозку выплат поддержали, внимание, консерваторы из блока ХДС-ХСС, правящие социал-демократы из СПД, зеленые и даже левая партия. Спикер от социал-демократов Йоханнес Фехнер прямо заявил, что повышение выплат политикам в период экономической напряженности может быть воспринято обществом крайне негативно. К этому мнению быстро подключился и видный представитель консервативного блока Йенс Шпан. И, друзья, интересно здесь, что изначально этот влиятельный политик Шпан от партии ХДС поддерживал плавное повышение окладов, однако после широкой общественной дискуссии скорректировал свою позицию. Теперь его официальный аргумент звучит так. Если обычный гражданин в нынешние времена сталкивается с серьезными экономическими трудностями, то и избранники тоже должны проявлять сдержанность. Давайте мы с вами все-таки разложим все по полочкам, из чего именно складывается эта система выплат.
Ну, первое. Основной доход любого народного избранника является это базовый фиксированный оклад. В немецкой юридической практике этот платеж официально называется депутатским содержанием. Теперь будете знать. На сегодняшний день эта базовая ставка составляет ровно 11 833 евро в месяц. И здесь любопытная деталь. Размер этих выплат когда-то привязывали к официальным окладам именно старших федеральных судей Германии. Таким образом, государство подчеркивает высокий статус и уровень ответственности парламентариев. На самом же деле нам с вами важно также и понимать, что эти 12 тысяч евро, о которых я сказал, не являются полностью свободным доходом. С базовой суммы депутаты обязаны платить подоходный налог в полном объеме. Кроме того, они самостоятельно оплачивают медицинскую страховку и обязательные страховые полисы на случай долгосрочного ухода. Одним из отличий по сравнению с обычными наемными работниками Германии остается освобождение от взносов в государственную систему страхования по безработице. На практике после налоговых и страховых вычетов большинство парламентариев получает на руки около уже 8 тысяч евро в месяц. Конечно, сумма может немного отличаться в зависимости от семейного положения и налогового класса конкретного человека, но при этом привычных для многих немецких работников дополнительных выплат вроде 13-й зарплаты или, например, отпускных денег или рождественских премий у депутатов Бундестага действительно нет. Вся эта базовая математика меняется, если политик поднимается по карьерной лестнице внутри самого парламента. То есть те, кто занимают ключевые руководящие посты, например, возглавляют профильный комитет, становятся вице-президентом или, например, получают кресло спикера Бундестага, зарабатывают значительно больше своих рядовых коллег. Их должностные оклады увеличиваются за счет специальных представительских надбавок, поскольку уровень ответственности и, соответственно, количество официальных встреч возрастают в разы. Но особенно, друзья, активно обсуждается так называемый служебный пакет. То есть, помимо официальной зарплаты, каждому депутату ежемесячно выделяется фиксированная сумма на покрытие расходов. На сегодняшний день это около 5400 евро в месяц. И здесь тоже есть важный нюанс. Эта выплата освобождена от уплаты подоходного налога. Справедливости ради, юридически эти деньги не считаются на самом деле личным доходом политика, то есть государство выделяет их именно на рабочие нужды. Из этой суммы депутат оплачивает содержание региональной приемной в своем избирательном округе, рабочие поездки по региону, транспортные расходы и аренду жилья в Берлине во время парламентских сессий. Более того, Бундестаг предоставляет депутатам отдельные целевые бюджеты для организации работы аппарата. Эти средства нельзя ни в коем случае использовать как личные выплаты, то есть расходы проходят через установленную систему контроля и, соответственно, отчетности. Во-первых, нанимать личных помощников, референтов и тех же секретарей депутат может на сумму до 25 874 евро в месяц. При этом, чтобы исключить нарушения, Бундестаг перечисляет эти деньги сотрудникам напрямую из государственного бюджета, уже минуя личный счет политика. Во-вторых, на закупку офисной техники, компьютеров, смартфонов и программного обеспечения каждому парламентарию выделяется еще до 12 тысяч евро в год. А здесь уже действует система подтверждения расходов, то есть депутат сначала оплачивает оборудование самостоятельно, а затем парламентская бухгалтерия компенсирует затраты по предоставленным чекам и документам. Но здесь важно понимать, что помимо крупных рабочих бюджетов, народные избранники пользуются и рядом служебных привилегий, которые заметно отличают их условия работы от большинства, скажем так, обычных сотрудников. Любой действующий член парламента имеет право бесплатно и без ограничений пользоваться поездами государственной компании Deutsche Bahn в вагонах первого класса. Если же по служебной необходимости политику требуется срочно вылететь в другой конец страны, Бундестаг компенсирует и эти расходы на внутренние авиаперелеты.
Конечно, все эти цифры и льготы выглядят весьма, на самом деле, внушительно, однако сами парламентарии утверждают, что за этим стоит крайне напряженный, друзья, график. Тот же социал-демократ Йоханнес Фехнер рассказывает, что его рабочая неделя длится около 90 часов, а значительную часть года приходится проводить вдали от дома. Согласно официальным данным, законотворческая работа и обязательные заседания удерживают политиков в Берлине до 21 недели ежегодно. Жизнь между, скажем так, двумя городами и постоянной командировки выдерживают далеко не все. Но одной из самых существенных тем последних лет стала личная безопасность политиков. Немецкое общество переживает период серьезной политической напряженности, и представители власти все чаще сталкиваются тоже с угрозами, оскорблениями и давлением. По официальной статистике за буквально 2025 год полиция Германии зафиксировала 5140 правонарушений в отношении политиков и партийных активистов. При этом большинство подобных случаев связано с оскорблениями в интернете, угрозами или порчей имущества. Вместе с тем правоохранительные органы сообщили о ряде более серьезных инцидентов, связанных с причинением вреда здоровью. Аналитики связывают рост подобных случаев с высоким уровнем общественной поляризации во время федеральных избирательных кампаний. На этом фоне отказ от дополнительной прибавки многие политики также рассматривают как попытку на самом деле снизить общественное напряжение. А сейчас, друзья, пока же парламентарии обсуждают свои зарплатные вопросы, обычным получателям социальных пособий в Германии тоже придется готовиться к серьезным изменениям. Страну ожидает масштабная реформа системы гражданского дохода Бюргергельд. Период, скажем так, более мягких правил постепенно уходит в прошлое, а контроль за выполнением требований со стороны джоб-центра заметно усиливается. Уже с 1 июля 2026 года государство планирует требовать от безработных значительно большей активности, а за игнорирование установленных обязательств предусмотрены финансовые санкции вплоть до 169 евро в месяц. Министерство труда также намерено изменить один из важных механизмов, которым раньше пользовались получатели пособий. Это официальную согласовательную процедуру. Ранее, вы знаете, если между человеком и сотрудником центра занятости возникал спор по поводу плана поиска работы, то эта процедура позволяла временно приостановить применение санкций до завершения разбирательства. Пока стороны обсуждали ситуацию, то есть выплаты, как вы понимаете, сохранялись в прежнем объеме. С лета же 2026 года этот механизм планируют существенно сократить. То есть финансовые последствия смогут наступать значительно быстрее. Если раньше при разногласиях о курсах, программах переобучения или, например, к тому же отправки резюме стороны проходили дополнительную процедуру согласования, то теперь джоб-центр получит право быстрее утверждать обязательные требования через административные решения. В результате при возникновении между вами и джоб-центром спора человеку придется оспаривать решение уже после его вступления в силу через официальное возражение или даже судебные процедуры. Сам по себе план сотрудничества является ключевым документом, который безработный составляет вместе со своим персональным консультантом на бирже труда. То есть, по задумке авторов реформы, этот документ служит главным ориентиром для возвращения человека к трудовой деятельности. В нем детально фиксируются карьерные цели, необходимые курсы переобучения, а также прописывается количество необходимых резюме, которые рекомендуется отправлять каждую неделю. И здесь любопытно, что для вступления этого плана в силу не всегда требуется даже физическая подпись получателя пособия, то есть вас, а сам документ имеет ограниченную юридическую силу. Однако, друзья, получатель помощи все равно обязан соблюдать установленные требования по поиску работы, а при нарушении этих условий могут применяться к вам санкции. Известный немецкий социальный портал Gegenhardt называет эту реформу серьезным ужесточением правил для многих малообеспеченных жителей Германии.
Разногласия между получателями пособия и сотрудником того же джоб-центра, например, по поводу вакансий или тех же языковых курсов, состояния здоровья, кстати, или семейных обстоятельств, теперь смогут быстрее переходить в административные какие-то решения. По мнению критиков реформы, пространство для дополнительного согласования и защиты своей позиции заметно сокращается. И здесь главная особенность старой процедуры заключается именно в том, что она давала человеку то дополнительное время, о котором я сказал, для обсуждения спорных вопросов. И этот механизм позволял сторонам спокойно обменяться аргументами, уточнить детали и попытаться как-то урегулировать ситуацию без немедленных финансовых последствий. Кроме того, участие посредника снижало риск поспешных решений. Теперь же этот промежуточный этап планируют существенно ограничить, и даже в случае ошибок или, например, спорных ситуаций человеку, вероятно, придется оспаривать решение уже после их вступления в силу через официальное возражение или, как сказал, даже через судебные процедуры. Вся эта новая система напрямую отражается и на размере ваших выплат для получателей пособия. Тот из вас, кто без уважительной причины прекращает посещать интеграционные курсы, игнорирует официальные приглашения или отказывается выполнить зафиксированные обязанности, может потерять именно эти до 169 евро в месяц. Эта сумма составляет, напомню, ровно 30% от базовой стандартной ставки пособия. Причем с июля этот максимальный размер санкций для одиноких людей смогут применять уже за первое нарушение правил. Возможности заранее спокойно согласовать с сотрудником джоб-центра, какие именно требования действительно выполнимы в конкретной жизненной ситуации, например, при ограничениях по здоровью, по мнению критиков реформы, становится заметно меньше. Поэтому юридическая ситуация теперь выглядит следующим образом. Если же биржа труда, джоб-центр, выпускает административное решение, его условия и связанные с ним санкции могут вступать в силу достаточно очень быстро. Даже если человек решит оспаривать это решение, изменение размера выплат способно применяться еще даже до завершения вашего разбирательства. Повторяю, служба занятости получает больше полномочий для самостоятельного определения обязанностей получателя помощи без дополнительной согласительной процедуры. Поэтому всем, кто из вас столкнется с получением такого официального уведомления, эксперты советуют не паниковать, а внимательно проверять законность и корректность выставленных требований. При обнаружении спорных каких-либо моментов или, например, возможных ошибок рекомендуется подавать официально письменно возражение. Напомню, в течение 1 месяца с момента получения уведомления. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять предложенным вакансиям, срокам явки и обязательным обучающим мероприятиям, поскольку, друзья, именно эти пункты чаще всего становятся предметом тех же самых разногласий между получателями пособий, то есть вами, и центрами занятости, джоб-центром. И что здесь интересно, социальные споры в немецком обществе затрагивают не только безработных, но и саму систему государственных привилегий, вызывая все больше требований реформ. Сегодня по всей абсолютно Германии с новой силой разгорелись дискуссии вокруг пенсионного обеспечения чиновников и политиков. Да, друзья, согласно свежим социологическим опросам, значительная часть граждан выступает за отмену отдельных пенсионных механизмов именно для госслужащих и за постепенное сближение условий с общей пенсионной системой. Недавнее масштабное исследование показало, в обществе усиливается недовольство существующим разделением между обычными получателями страховых пенсий и специальными системами обеспечения для отдельных категорий государственных служащих. То есть идея перевести чиновника в общую систему обязательного пенсионного страхования обсуждается в политических кругах Германии на самом деле уже давно. Многие жители страны считают, что государственные служащие должны участвовать в пенсионной системе на более единых условиях с остальными работающими гражданами. Однако, друзья, немецкий союз чиновников
выступил против подобных предложений. Кроме того, часть экономических экспертов также предостерегает от слишком резких изменений. Аналитики указывают сегодня, что полная отмена отдельных государственных пенсионных механизмов может привести к серьезным финансовым последствиям для всей системы. По их мнению, при определенном сценарии это способно усилить нагрузку именно на пенсионные фонды и привести к росту страховых взносов для нас с вами работающего населения Германии. Защищая свои позиции, немецкий союз чиновников решил занять более жесткую риторику. Вместо объяснений существующих привилегий руководство организации обратило внимание на другие крупные статьи государственных расходов. Представители Союза сегодня начали открыто критиковать затраты на выплату гражданского дохода, именно Бюргергельд, масштабные дотации на выравнивание пенсий для жителей Восточной Германии и так называемые материнские пенсии для многодетных семей. В этом споре столкнулись разные подходы к будущему системы. То есть одни сегодня выступают за сохранение текущей модели обеспечения госслужащих, другие за ее пересмотр и возможное сближение с общей пенсионной системой. Крупнейший объединенный профсоюз работников, кстати, в сфере услуг Верди, вы его знаете, представил ряд аргументов против радикального изменения действующей системы и принудительного перевода госслужащих в общую систему. При этом общественная дискуссия в Германии уже достигла высокой интенсивности. Согласно опросам, значительная часть граждан выступает за реформу пенсионного обеспечения для судей, чиновников и политиков. Около 86% жителей страны считают, что условия пенсионных систем должны быть более единообразными для разных категорий занятых, включая и работников государственного сектора, наемных сотрудников и тех же самозанятых. Против подобных изменений выступает меньшая, но заметная часть населения. Экономист, например, Аксель Бёршсупан, один из известных специалистов по пенсионной системе Германии, отмечает, что отдельные пенсионные модели для госслужащих требуют пересмотра, так как влияют на восприятие справедливости системы в целом. В Министерстве же внутренних дел Германии придерживаются более осторожной позиции. Там подчеркивают, что сравнение условий разных категорий занятых требуется учета различных функций и обязанностей. В свою очередь, тот же профсоюз Верди в официальной позиции выступает против включения госслужащих в общую систему страхования. По мнению ряда экспертов, именно такой шаг потребует серьезной перестройки абсолютно всей пенсионной модели и может привести к дополнительной нагрузке на бюджетную систему в целом. Аргументы противников такой реформы сводятся к пяти основным причинам, которые, по их мнению, ставят под вопрос идеи полного выравнивания систем. Во-первых, с юридической точки зрения этот шаг вызывает серьезные сложности. Во-вторых, реформа не учитывает системные различия в организации ухода за пожилыми людьми. В-третьих, включение чиновников в общую кассу, по оценкам экспертов, не приведет на самом деле к заметному улучшению уровня пенсий для обычных граждан. В-четвертых, это может оказаться финансово спорным решением на долгой дистанции. И в-пятых, подобные изменения, по мнению критиков, способны повлиять на уровень доверия части государственных служащих к системе в целом. Таким образом, если глубже рассмотреть юридическую сторону этого вопроса, ситуация выглядит достаточно, на самом деле, сложной. Эксперты напоминают, что статья 33 пункт 5 основного закона Германии устанавливает, что регулирование государственной службы должно учитывать традиционные принципы профессионального госаппарата. Пенсионная система для чиновников – это как часть их общего статуса и рассматривается как один из элементов действующей правовой конструкции. Эта основа предполагает сохранение существующих механизмов пенсионного обеспечения в текущем виде, то есть любые попытки полностью интегрировать госслужащих в ту общую пенсионную систему потребовали бы внесения тех же серьезных изменений даже в Конституцию Германии. А это, согласно статье 79 пункту 2 основного закона, требует квалифицированного большинства в две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате,
что в текущих политических условиях, как вы все понимаете, считается крайне труднодостижимым. И тут, друзья, очень важно, даже юридические споры в Бундестаге затихают, когда на арену выходят случаи мошенничества, нацелившиеся на кошельки нас с вами, рядовых домовладельцев. В Германии зафиксирована новая волна изощренного мошенничества. Сегодня злоумышленники начали массово рассылать фальшивые официальные письма от имени Федерального сетевого агентства. И здесь примечательно, что эти послания приходят исключительно владельцам частных солнечных панелей на крышах и балконах. Расчет злоумышленников прост. Если же вы испугаетесь и переведете указанную сумму или просто сообщите свои персональные данные, то можете попасть в эту схему. В их дополнительных бумажных уже бланках мошенники уверенно заявляют, что ваша солнечная электростанция якобы неправильно или с ошибками даже зарегистрирована в специальном реестре данных рынка электроэнергии. Эти письма начинают оказывать давление, сообщая об открытии административного дела и требуют немедленно оплатить так называемые санкцию в размере 41,60 евро. То есть эти деньги они попросят перевести на указанный в квитанции расчетный счет, который выдают за официальный аккаунт ведомства. Если же человек проигнорирует требования и не заплатит в течение 14 дней, авторы письма угрожают выписать полноценный штраф в размере 208 евро и вызвать владельца в суд. Вдобавок, получателя просят задним числом перерегистрировать оборудование и отправить подробный годовой отчет на поддельный адрес электронной почты. Само же настоящее федеральное сетевое агентство перечислило несколько простых признаков, по которым можно легко распознать подделку. Во-первых, в качестве отправителя на бланке указан несуществующий филиал ведомства в Зёмерде. Запомните, такого подразделения у государства вообще нет. Во-вторых, в реквизитах указан неверный боннский телефонный код, то есть мошенники пишут префиксы 0229 или 0223, хотя правильный официальный код Бонна можете посмотреть строго 0228. В-третьих, указанный контактный электронный адрес является подделкой, так как настоящее агентство использует почту исключительно с другим окончанием. Ну и наконец, на самом письме полностью отсутствует физическая подпись ответственного сотрудника. То есть, если вы получили такое сообщение, рекомендуется просто не реагировать на него и проверить его подлинность через официальные каналы. Ни в коем случае, друзья, не переводите деньги и не передавайте преступникам свои банковские данные и тем более номер IBAN. Руководство агентства настоятельно советует сразу сообщить о случившемся в местную полицию, то есть подать, как обычно, официальное заявление о мошенничестве против неизвестных лиц, а также предупредить всех родственников и друзей, а я предупреждаю вас. Подобные схемы в Германии всплывают регулярно. Напомню, еще совсем недавно буквально ведомство предупреждали о крупном кредитном обмане через систему верификации PostIdent, а прямо сейчас по домам еще ходят фальшивые уведомления об обязательной платной услуге умных счетчиков электроэнергии. И, кстати, друзья, сегодня криминальные хроники дополняются важными социальными нововведениями, которые напрямую затронут доходы миллионов простых тружеников по всей стране. В Германии грядет масштабная реформа для абсолютно всех, кто занят на так называемой мини-работе, мини-джоб. На сегодняшний день около 7 миллионов человек в стране подрабатывают в таком формате, трудясь на кассах супермаркетов, в кафе или помогая по дому в качестве уборщиков. Хорошая новость заключается и в том, что в 2026 году для этой категории сотрудников уже повышена почасовая минимальная зарплата, я вам об этом рассказывал. Однако главная юридическая интрига сегодня связана с пенсионными отчислениями. Исторически, вы, наверное, знаете, сложилось так, что значительная часть мини-работников в свое время добровольно подписала официальный отказ от уплаты пенсионных взносов, соответственно, чтобы получать на руки чуть больше чистых денег. До сих пор это решение в Германии было окончательным и по закону его нельзя было даже отменить. Но, друзья, благодаря новому закону, который официально вступает буквально в силу с 1 июля 2026 года, правила игры меняются.
Те из вас, кто когда-то отказался от отчислений, получают право один раз, друзья, один раз передумать, аннулировать прошлый отказ и снова начать полноценно оформлять себе государственную пенсию. Авторитетный налоговый консультант Таня Эйгнер называет эту государственную инициативу важным шагом к большей гибкости социальной системы. К тому же, вы знаете, в начале 2026 года власти дополнительно повысили необлагаемые налогами лимиты для подработок, так что у людей теперь в любом случае остается все-таки больше чистых денег именно на руках. Сам же механизм возврата в пенсионную систему устроен довольно-таки просто. Внимание! Чтобы снова начать копить стаж, мини-работник должен подать стандартное заявление своему работодателю. Руководство компании обязано передать эту информацию в специализированный центр по учету мини-работ. Если в течение 1 месяца оттуда не поступит официальных возражений, освобождение от взносов аннулируется автоматически. То есть все новые правила начисления начнут действовать строго с месяца следующего после подачи вами заявления, так как задним числом эта процедура в Германии не применяется. Но здесь также есть важный нюанс. Если вы трудитесь параллельно на нескольких, скажем так, разных мини-джобах, отменять отказ от взноса придется сразу и одновременно на всех местах работы. Запомнили? То есть выбрать только одну компанию по закону нельзя. При этом для самих работодателей нагрузка практически абсолютно не изменится. Собственник бизнеса по-прежнему обязан, напомню, перечислять фиксированный взнос в пенсионный фонд в размере 15% от вашей зарплаты на стандартной коммерческой мини-работе и всего 5%, если вы помогаете вести дела в частном домохозяйстве. Но давайте же перейдем к конкретной математике и все-таки посчитаем с вами, сколько именно денег начнет удерживаться из вашего кошелька в случае возврата в систему. Сам работник берет на себя выплату этой небольшой разницы. По стандартной коммерческой подработке ваша доля составит всего лишь 3,6%. Если взять для примера базовую зарплату в 520 евро, то это обойдется примерно вам в 19 евро в месяц или около 225 евро за целый год. А вот если вы трудитесь в частном домохозяйстве, удержание составит сразу 13,6%, поскольку вы понимаете, доля самого нанимателя там изначально гораздо ниже. На практических примерах эта инвестиция в будущем выглядит следующим образом. Если же при ежемесячной зарплате, например, в 603 евро вы будете добровольно перечислять взносы на протяжении 12 месяцев, то ваша будущая государственная пенсия увеличится примерно на 5 евро в месяц. На первый взгляд, друзья, надбавка кажется символической, но если вы работаете в таком режиме долгие годы, на общем балансе набегает вполне ощутимая сумма. Вдобавок, уплата этих взносов автоматически дает, напомню вам, полноценную государственную защиту на случай внезапной потери трудоспособности, а также открывает легальный доступ к накопительной программе субсидирования Riester-Rente. Тем же согражданам, кто уже вплотную приближается к заслуженному отдыху или уже официально получает выплаты по старости, эта новая реформа, к сожалению, наверное, ничем не поможет. Граждане, которые достигли законного пенсионного возраста в Германии и оформили полноценное пособие, по умолчанию полностью освобождены от любых обязательных отчислений, поэтому вам отменять в вашем случае просто-напросто нечего. Однако для этой категории людей закон оставил возможность. Они могут лично составить письменное также заявление об отказе от освобождения напрямую перед своим работодателем, чтобы добровольно продолжить увеличивать пенсионные баллы. И помните о самом главном ограничении. Этот уникальный шанс государство дает человеку строго, как я сказал, один раз в жизни. Если вы официально аннулировали свое освобождение и вернулись к уплате сейчас взносов, обратного пути больше не будет. Это решение останется окончательным и действующим на абсолютно весь период вашей трудовой деятельности в рамках этой подработки. На этом у меня на сегодня все. Благодарю каждого из вас за просмотр.